Ровно одну неделю назад мы выпустили видео под названием «Через 24 часа криптовалюта выйдет из-под контроля», в котором я вас предупредил готовиться к предстоящему заседанию ФРС и выступлению Джерома Пауэлла. И это выступление действительно изменило все, ведь Пауэлл лишь одной фразой смог уничтожить не только крипто, но и фондовый рынок США. So you asked why not today, and I would just say again that the broad sense of the committee is that we're getting closer to the point at which it will be appropriate to reduce our policy rate, but that we're not quite at that point yet. Да, Пауэлл сказал, что ФРС не уверена в снижении ставки в сентябре, что запустило цепную реакцию и обвалило рынки, а после негативных данных по безработице, падения доходности компаний и повышения рисков начала настоящей глобальной рецессии, на фондовом рынке было уничтожено более 4 триллионов, а крипторынок лишился свыше 2 миллиардов долларов. И поскольку аналитики банка Goldman Sachs повысили риски начала рецессии с 15 до 25% в следующем году, то по словам экспертов CNBC, крах 2008 года может показаться шуткой по сравнению с тем, что нас ждет дальше, если Пауэлл не снизит ставки в сентябре. Ну а выдержит ли экономика до сентября? Когда на старте торгов в понедельник рынок потерял почти 2 триллиона, многие торговые платформы просто приостановили свою работу, в то время как акции ведущих компаний упали вплоть до 10%. Сейчас ходят слухи о том, что ситуация настолько критическая, что на этой неделе ФРС соберет экстренное заседание для преждевременного снижения ставки, дабы не усилить шансы начала рецессии. Конечно же, на это активно реагирует биткоин, который впервые за полгода пробил важнейший уровень 50 тысяч, зафиксировал самый сильный обвал с 2021 года, и на крипторынке было ликвидировано более 1 миллиарда долларов. При этом с большими экономическими проблемами сталкивается не только Америка, но и Япония, фондовый рынок, который терпит рекордные потери со времен 1987 года. За последние несколько дней все перевернулось на 180 градусов, и вместо обещанной Пауэлла мягкой посадки, экономика США сталкивается с огромным обвалом с начала пандемии, а биткоин, который по многим прошлым заявлениям экспертов должен был стать защитным активом для инвесторов, теряет более 20% за неделю. И на этом фоне всех, кто инвестирует в криптовалюту, интересует только один вопрос: что нас ждет дальше? Это действительно важный вопрос, когда главная экономика мира стоит на грани рецессии, поэтому обязательно посмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Джером Пауэлл не собирается понижать ставку, несмотря на обвал фондового рынка, что стало причиной роста угроз рецессии в США, повторит ли экономика Америки события 2008 года, какое влияние взрыв фондового рынка Японии оказывает на криптовалюту, кто и зачем дампит цену эфира ниже 2500, а также я уделю особое внимание метрике биткоина, которая прямо сейчас демонстрирует важные сигналы. Ведь пока инвесторы в панике сливают биткоин, такие фонды как BlackRock не продали ни одной своей монеты. В ролике будет еще много другой важной информации, поэтому перед просмотром поддержите его лайком. И напоминаю, что мы готовим для вас топ криптовалют, который выйдет после того, как вы наберете 1500 лайков, так что все зависит только от вас. Ну а теперь не теряем время, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, как я сказал в начале, главной причиной падения стало продолжение снижения фондового рынка США и усиление угроз начала рецессии. Но чтобы это узнать, вам не обязательно нужно было ждать видео, ведь в понедельник в 9 часов утра редакторы Coin22 уже выложили для вас большой пост, в котором написали, что происходит на рынке, и целый день держали вас в курсе всех событий. Такие отчеты публикуются каждый день, включая выходные, поэтому, чтобы в будущем раньше всех узнать о причинах падения, роста, получать анонсы важных событий и много всего другого, при этом абсолютно бесплатно, обязательно подпишитесь прямо сейчас. А теперь давайте все же вернемся к той самой фразе Пауэлла и разберем, каким образом процентная ставка, а также угроза рецессии будет влиять на биткоин дальше. Ранее я вам рассказывал, что ФРС выступает независимым органом, который контролирует эмиссию доллара. Говоря простым языком, его печатает, в то время как процентная ставка – это своего рода рычаг, который либо ускоряет, либо замедляет выпуск новых бумажек. Конкретно сейчас ставка находится на самом
самом высоком уровне за последние 20 лет, потому что инфляция превышает цель ФРС в 2%, то есть повышение ставки необходимо для борьбы с инфляцией и обесценивания валюты, с чем, кстати, категорически не справилась Турция, которая в момент роста инфляции наоборот снижала ставку, что привело к обвалу лиры на 50% за 2 года. Но повышение ставок не обходится без ослабления экономики, ведь любые потребительские или кредиты на бизнес банально становятся дороже. Это сокращает спрос, что в свою очередь влияет на темпы производства. В наших реалиях процентная ставка уже около года остается выше стандартного уровня в 0,25% и еще столько же на пике в 5,5%. Это создает сильное давление на банки, которые уже сыпались один за одним в марте прошлого года, а также многие компании, которые напрямую зависят от кредитования. А вот когда Павел сказал, что сейчас еще не та точка, чтобы начать снижать ставки, рынки просто взорвались. Вот только почему это потянуло за собой криптовалюту? Биткоин, он же полностью децентрализован и не зависит от процентных ставок той или иной страны. Конечно, биткоин сам по себе децентрализован, но знаете, кто на данный момент является главным покупателем биткоина в мире? Ну, само собой, фонды, такие как BlackRock, Fidelity и другие, которые получили одобрение ETF в январе. Действительно, запуск ETF изменил правила этой игры, и поскольку инвесторы BlackRock выделяют около 3% своих активов именно в биткоин, то в первую очередь перед покупкой они будут смотреть на экономические данные, особенно на ставку ФРС. Именно по этой причине в пятницу из ETF вывели 237 миллионов долларов. При этом высокая ставка также увеличивает рост безработицы, и в прошлом ролике я вам говорил, что отправной точкой в обвале фондового рынка стала именно безработица, которая превысила двухлетний максимум на уровне 4,3%. Безработица стала сигналом на то, что Америка медленно, но уверенно катится к рецессии. Это определенный цикл, во время которого экономика замедляется, а инвестиции в фондовый рынок и вообще во все рискованные активы, как, например, криптовалюта, сокращаются. После обвала акций и роста безработицы в пятницу, аналитики банка Goldman Sachs повысили вероятность начала рецессии в следующем году с 15 до 25%. Из-за этого мнение многих экспертов сводится к тому, что ФРС необходимо срочно приступать снижать ставку. Например, профессор экономических наук Джереми Сигал в интервью CNBC призвал ФРС снизить ставку на 0,75% уже в сентябре. И знаете что? Процентную ставку в сентябре, конечно же, снизят. Причем по текущим прогнозам это будет не 0,25, а на целых 0,5%. Но вот выдержит ли экономика еще 2 месяца? Ведь в августе заседания ФРС не будет. По этому поводу ходят слухи, что ФРС соберет экстренное заседание на этой неделе, чтобы преждевременно понизить ставку и не допустить повторения событий 2008 года. И, конечно же, логично было бы сделать экстренное снижение ставки, как, например, в разгар пандемии в 2020 году или после известных событий 11 сентября 2001 года, чтобы все были рады. Но тогда ФРС набила много шишек, получив ряд еще более серьезных проблем. Поэтому, как бы мы ни хотели, на этой неделе Пауэлл не примчится спасать рынки. В Bloomberg заявили, что это снижение акций по сути является большой коррекцией, а не реакция на экономический шок. Аналитики указали, что многие инвесторы, понимая, что ставку понизят уже в сентябре, раньше времени сократили покупку облигаций, которые являются самым доходным активом во время высоких ставок, и начали скупать акции, раздувая пузырь в технологическом секторе, особенно в направлении искусственного интеллекта. Но в экономике США ничего не менялось, поэтому нет никаких оснований для того, чтобы экстренно вмешалась ФРС и уменьшила потери инвесторов, которые во время высоких ставок скупали рискованные активы. И это суровая экономическая правда. Всегда приходится чем-то жертвовать. И когда на одной чаше весов стоят пару компаний с деньгами честных инвесторов, а на другой угроза гегемонии доллара, выбор будет очевиден. Пауэлл уже давно дал понять, что он будет делать все, лишь бы снизить инфляцию до 2% и показать миру, который начал сомневаться в надежности доллара, что только он может стать резервным активом. Пауэлл реально может сломать фондовый рынок, но в первую очередь он думает о долларе, а также госдолге, который нужно кому-то платить. Вот поэтому раньше сентября понижения ставок точно не будет. Спросите, как себя будет чувствовать криптовалюта до сентября? Но, во-первых, мы увидим явное замедление роста и формирование затяжной консолидации. Ведь после такого обычно нужно время, чтобы рынок снова стал на рельсы и показывал более-менее понятный тренд. Конечно, такому падению не рад ни один инвестор, но рынок — это то место, где необходимо вовремя адаптироваться, если вы желаете получать профит. И это снова подтвердили аналитики нашей подписки Coin22 Pro. Ведь на выходных и в начале этой недели, пока все ждали подходящий момент, чтобы зайти в лонги, мы уже фиксировали прибыль с шортовых позиций, как, например, от 70% на резком обвале монеты Aptos, от 85% на падение UP,
в понедельник, после чего еще от 75% на его развороте и на многих других сделках. А все потому, что наши аналитики следят за рынком 24/7 и заранее предоставляют для вас лучшие точки входа. То есть до того, как рынок будет показывать активное движение, у вас уже будут открыты ордера. Подписка Pro успешно работает более 2 лет, а благодаря вашим просмотрам, лайкам и активности на каждом видео у нас есть возможность постоянно улучшаться, предоставлять качественное практическое обучение для новичков и обеспечивать круглосуточную поддержку. А еще наши эксперты по долгосрочному инвестированию помогают вам собрать прибыльные спотовые портфели. Мы прошли далеко не одну коррекцию на крипторынке и делимся своим опытом со всеми участниками Pro. Поэтому присоединяйтесь по ссылке в описании и зарабатывайте не только на росте, но и на падении. Также немалый вклад в рост паники на крипторынке вложила Япония, которая столкнулась с обвалом фондового рынка. Но Америка не является главной причиной падения японских индексов. Да, перспектива снижения процентных ставок ФРС оказала давление на доллар, что привело к росту иены. Но основной причиной роста иены и как результат падения рынка акций стало повышение процентной ставки на прошлой неделе. ЦБ Японии повысил ставку на 0,25%, хотя перед этим ставки были не то что низкие, а отрицательные. Ну а вот обвал акций США, конечно же, только ухудшил ситуацию. Но влияет ли это на криптовалюту? На самом деле да. В торговле есть такая стратегия, которая называется carry трейдинг. Это когда трейдеры занимают деньги, то есть получают кредит, у стран с низкими процентными ставками, такими как Япония, и вкладывают этот капитал в высокодоходные активы. Так вот, этим активно пользовались японские криптоинвесторы. Но когда ЦБ повысил ставку, доходность таких инвесторов, конечно же, упала, из-за чего пошли активные продажи биткоина, за счет чего на местных японских биржах биткоин упал на 15%, что было больше, чем по соотношению к доллару. Поэтому в ближайшее время покупки биткоина со стороны японских инвесторов вероятно сократятся. Хотя давайте честно, Япония это далеко не главный покупатель биткоина. Вот только иену активно использовал маркетмейкер Jump Trading для того, чтобы также зарабатывать на инвестициях в крипту. Но именно это и стало причиной усиления обвала на крипторынке. Jump Trading это действительно один из крупнейших маркетмейкеров криптовалюты, который задампил эфир. За последние 11 дней кошельки, связанные с фирмой Jump Trading, перевели на бирже эфир более чем на 300 миллионов долларов. Один криптоаналитик прокомментировал действия фирмы, написав, что причиной сумасшедшей распродажи криптовалют вероятно является Jump Trading. Она либо получает маржу на традиционных рынках и нуждается в ликвидности, либо выходит из криптобизнеса по нормативным причинам, которые связаны с Terra Luna. Таким образом, цена эфира упала ниже 2500. Но есть ли шансы на восстановление? На самом деле последние данные говорят о том, что инвесторы используют текущую коррекцию как возможность для накопления. И кстати, в рядах этих инвесторов есть даже Justin Sun. Согласно метрике CryptoQuant, прямо сейчас чистый отток с бирж составляет более 100 тысяч эфиров, что само собой указывает на усиление тенденции к покупке на откате. На графике эфир торгуется около уровня 2500, и ранее эфир упал на 25%, прежде чем немного восстановиться. И это была самая большая однодневная просадка с момента краха крипторынка в мае 2021 года. Эфир потерял важную поддержку в диапазоне от 2850 долларов до 2800 долларов, поскольку покупатели не смогли выдержать давление продаж. Эфир почти коснулся нижнего диапазона, чуть ниже пересечения 200-дневной SMI, но его цена, похоже, восстанавливается. По данным Into the Block, это может быть связано с серьезной поддержкой около уровня 2340 долларов, поскольку 1,2 миллиона адресов купили здесь 50 миллионов эфиров, примерно по этой цене. Тем временем RSI эфира находится вот здесь, ниже своей скользящей средней и около области перепроданности. Последний раз RSI приближался к этому уровню в сентябре прошлого года, после чего он быстро развернулся, вызвав краткосрочный скачок цен. Таким образом, если на этой неделе новостной фон станет более-менее нейтральным и негативных событий будет происходить все меньше, эфир сможет провести успешную консолидацию вот в этом диапазоне и возобновить рост. Для меня, как для холдера, это большой плюс. И я уже купил часть эфира около 2200 долларов. И пока есть возможность, я буду докупать. И вот поэтому я вам в каждом ролике говорю, что никогда не покупайте по одной цене. Всегда оставляйте свободные деньги для вот таких непредвиденных ситуаций. Ведь любой долгосрочный инвестор вам скажет, что коррекция – это лучшее время для накопления. Но также я вас предупреждаю, что если вы не готовы ждать и не можете спокойно воспринимать откаты, то вам лучше вообще отказаться от инвестиций в криптовалюту. Ведь, как говорил классик, рынок не такой уж солнечный и приветливый. Так что, друзья, давайте держать такие удары.
Но что же ждет биткоин, который все-таки пробил поддержку на уровне 50 тысяч? Может ли он упасть еще ниже, поскольку сама структура рынка биткоина формирует новую модель, так называемую снизу вниз? Аналитик CryptoQuant объяснил, что биткоин зафиксировал пятый случай, когда его цена упала ниже нижней границы умеренного риска в 9% от средней цены покупки инвесторов. Таким образом, он подчеркнул, что первый уровень поддержки составляет 48 тысяч. Также один популярный криптоаналитик считает, что биткоин продолжит откат выше уровня 52 тысячи. Однако, если биткоин не сможет удержаться выше уровня 50 тысяч, то его следующая важная поддержка будет около уровня 44 тысячи. Несмотря на прогнозы аналитиков, данные Into the Block указывают на то, что скопление крупных холдеров остается ниже уровней 48 и 44 тысячи, потому что 6,3 миллиона адресов держат 2,3 миллиона биткоинов по средней цене 42 400 долларов. Конечно, повторное тестирование уровня 50 тысяч возможно, и такое движение цены я не исключаю. Но вот еще один обвал до 42 тысяч возможен в крайне негативной ситуации, ведь возникает вопрос, а кто же будет продавать, если биткоин уже упал на 20%, а ликвидация очистили рынки более чем на $1 миллиард? На самом деле сейчас нет конкретного источника, откуда идут большие продажи. И что самое главное, такие фонды как BlackRock, Fidelity, Grayscale, а также компания MicroStrategy, которые держат значительную часть биткоина, не продали ни одной монеты за время этой коррекции. И заметьте, это уже происходит несколько месяцев подряд. Пока розничные инвесторы продают, фонды накапливают, ведь они напрямую заинтересованы в увеличении своих позиций по биткоину. Как показывает практика, биткоин всегда идет туда, где наблюдается приток ликвидности, из-за чего он и упал до поддержки 50 тысяч. Так вот, прямо сейчас основная локальная концентрация всех позиций находится около диапазона 52,5 тысяч. В данном диапазоне биткоин может провести эту неделю, ведь сейчас на рынке по-прежнему сохраняется страх, что мы с вами видим по индексу страха и жадности. И по сути на рынке не хватает самого главного, а именно положительных новостей. В данном случае, если вы холдер биткоина, я советую вам ни в коем случае его не продавать. Это касается и других монет, а также крупных альтов. Ведь даже если сейчас ваш портфель в просадке, то это не значит, что вы в минусе, ведь вы пока ничего не продали. Тем не менее, эта неделя на крипторынке напрямую будет зависеть от экономики США и обсуждений предстоящего понижения ставок, на что будет реагировать биткоин. Правда, спасти эту ситуацию может только ФРС. Конечно, мы слышим много заявлений, например, от Трампа, который кричит, что только он может снизить процентные ставки и инфляцию, когда он станет президентом. Но его слова уже серьезно никто не воспринимает. Он больше похож на популиста, который в данной ситуации не имеет никаких полномочий. В принципе, как и Байден, Харрис и другие политики, кроме ФРС. Но всем понятно, почему демократов и республиканцев так тревожит данный вопрос, ведь скоро выборы. И хоть ФРС является независимым органом, администрация Байдена и другие представители демократов все-таки влияют на ФРС, чтобы она побыстрее снизила ставки. Если взять дальнейшее движение биткоина, то оно сильно будет коррелировать напрямую с акциями, ведь, как я сказал в начале, ставки ФРС оказывают на него прямое влияние. Но вот глядя на прошлые циклы роста, могу сказать одно, что восстановление будет намного быстрее. История биткоина показывает, что он, если падает, то зачастую это происходит гораздо дольше, на протяжении месяца, но когда его цена начинает восстанавливаться, то буквально за 10 дней наблюдается активная фаза роста, во время которой биткоин даже может пробить максимум. Поэтому нам действительно нужно переждать эту коррекцию, как и десятки тех, которые были ранее. Лично меня биткоин научил одному, что нужно уметь правильно ждать. А если вы готовы ждать, то смотрите на долгосрочные рамки, потому что конкретно у биткоина они остаются восходящими. Ну а ближайшим важным событием, которое может оказать влияние на рынки, является ИПЦ 14 числа, а чтобы рынок вырос после ИПЦ, то мы должны увидеть снижение инфляции. Ну, конечно же, это тема уже нового видео, которое мы выпустим в ближайшее время. Ну а если снова затронуть рецессию, то напоследок я вам покажу данные по деловой активности, которые вчера показали хорошие результаты, что также сигнализирует о том, что рецессии просто нет, что может вызвать потенциальный разворот. Но будет ли он на самом деле, мы уже будем разбирать в нашем Telegram, где мы также продолжаем публиковать разные новости и остаемся на связи 24/7, ведь эта активная неделя только начинается, и впереди нас ждет много всего интересного. Поэтому подпишитесь и советую на этой неделе быть посторожней с открытием сделок и покупкой криптовалюты. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео, поэтому с вас лайки, не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Вам желаю удачи, до скорых встреч!